Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартьё. У нас сегодня будет сверхсерьезный ролик, потому что, во-первых, у меня болят глаза. Ну, не знаю, почему они у меня болят. Вообще, вот, даже понятия не имею, почему они у меня болят. Наверное, из-за того, что я просто не выспался, и на то есть соответственные причины, но неважно, короче, неважно. Перейдем ко второму пункту сразу. Почему это будет сверхсерьезный ролик и сверхсерьезная каточка? Ну, если, естественно, будет. Я не знаю, как получится. Смотрите, тут есть у нас фуловые боги. Это первое. Второе, здесь есть Дизраптор. Мой любимый персонаж, самый неимбовый ни в коем случае. Это юзлесс герой, ну, 100%. Кто вдруг не знает, кто такой Дизраптор в этой игре, это орк-шаман. Поэтому, ну, легендарная фигура, орк-шаман. Ну, вдруг кто не знает. Вот, плюс здесь есть аппарат. Он же дух-жрец, пятерочка легендарный. Орки мне со старта так, ну, неплохо навалило. Можно, в принципе, стартануть эту игру через богов орков, через Керри Джаггера. Ну, то есть все как мы любим. Но есть сразу несколько минусов. Во-первых, здесь есть такие реликвии, как Гнездо Маморы. И мы все прекрасно знаем, что ребятки любят играть на мете. Кстати, если что, ребят, несколько роликов подряд будут со старого сезона, потому что я делаю записи несколько подряд заранее. Точнее, несколько раз записываю ролик. Короче, я думаю, вы прекрасно поняли, что я хотел только что сказать. Я просто пытаюсь сообразить, что я хочу быстренько так поставить, что сделать, как лучше будет и тому подобное. И сразу сформировать свою мысль и сказать вам ее. Короче, звучит мысль следующим образом. Я записываю несколько роликов подряд. Записываю заранее, чтобы контент был постоянный, нон-стопом, одним потоком. Поэтому несколько роликов, скорее всего, будут со старого сезона. Почему я это говорю? Потому что через пару дней будет новый сезон. И все ранги собьются. Но я думаю, как бы это не критично, потому что в новом сезоне ничего абсолютно не меняется, никакого патча баланса нет. Поэтому, ребята, будет несколько роликов со старого сезона. Поэтому, ребят, сразу готовьтесь. И сразу вот к этому ролику хочу сказать, что присаживайтесь. Вы этого не видели. Вы этого не видели. Как это произошло? Как это произошло? Как это произошло? Кто-то может мне объяснить, как это произошло? Я откис от мобов на третьем раунде. Боже, это позор. Фу, все, мне надо завязывать с этой игрой. Боже, я откис на третьем раунде от мобов. Охренеть. Ну ладно, хотя бы отдам должное, из зеленого сундучка рандомного выпала более-менее адекватная шмотка. Это Мьёльнир. С этой шмоткой я хотя бы могу работать. О, похоже, я отдал жертву богу рандома, потому что приходят мне фигуры, ну извините меня, будь здоров. Реально хорошие фигуры приходят, без рофлов. Без рофлов хорошие фигуры приходят. И, скорее всего, то, что я откис на третьем раунде мобам, это была жертва богу рандома, чтобы у меня сегодня была хорошая каточка. Ну, посмотрим, насколько это работает, ребята. Поэтому берите на заметку, если этот ролик выйдет, соответственно, и все будет отлично, и будет хорошо приходить, то запомните, на третьем раунде, на втором, на первом, на третьем, не мы не откисаем на втором, на первом, а мы откисаем конкретно на третьем, потому что на третьем падает зеленый сундук, он довольно-таки важный, он может изменить исход игры, исход всего, короче, он может изменить. Поэтому, ребят, мы откисаем конкретно на третьем раунде. Ни раньше, ни позже. Третий раунд откисаем, получаем хороший ролик. Все, запомнили. И теперь наблюдаем. У меня на языке вертится классное слово. А так, ну, вы видите то, что вижу я, или у меня... Я сплю сейчас. Я, наверное, сплю. Что это такое? Что это такое? Может, мне сейчас еще и улучшение в виде жрицы в двойку там, люди придут, может, мне сейчас 2 цветы насыпят. Обалдеть. Обалдеть. Я, кстати, вместо Гримтача возьму Гранд-Геральда. Ничего себе. Ну, в принципе, более-менее адекватный у него стол. Ну, у него 2 звезды, короче, 2 фигуры в 2 звезды, такие добротные, я бы сказал бы. Но это не совсем проблема для меня. На самом деле, я бы хотел поставить баф людей, но бафа людей у меня как бы нет. Хочешь, не хочешь,
как ни крути, но у меня бафа людей нет. Ну и хрен с ним, с этим бафом людей. Ничего страшного, и без него пока что поживем. На самом деле, если у него пойдет аптечка на 10 раунде, то будет прекрасно. Будет прекрасно, потому что я тогда поиграю через лустрик, буду выходить в максимальный уровень, потому что моя задумка, чтобы она сработала, мне нужен 10 уровень. Потому что на 10 уровне у меня будет 6% шанс на выпадение фигуры. И чем раньше я возьму 8, 9, 10, тем лучше будет для меня. Потому что на 8 раунде у меня будет, соответственно, призрачная надежда на то, что ко мне выпадет какая-то легендарная фигура, и надеюсь, что это будет нужная легендарная фигура. На 9, соответственно, это 3%, на 10 это, соответственно, 6%. Но это вы прекрасно знаете без меня. И на самом деле мне сейчас пришел лустрик, и я, наверное, поставлю лустрик еще. Тут, кстати, есть Свен. Есть Свен. Именно поэтому из расширенного пула я сейчас не убирал ни ТБшку, ни СФ, ни тому подобное. Потому что если на 10 раунде ко мне придет Гнездо Маморы, то в принципе, и ТБшка, естественно, будет, то в принципе, или антимаг еще лучше, и еще раз, то в принципе, я закидываю туда ТБшку, либо же антимага. Лучше, конечно же, антимага. Потому что мы все знаем, что антимаг это не имба, юзать его ни в коем случае не стоит. Поэтому, ребят, мы не юзаем антимага. Так, все монетку тут, все монетку. Все отлично. У меня все убийцы сейчас монетки. Кто-то сейчас напишет мне в комментариях по-любому о том, что зачем я так делаю. Ребят, я жадный. Я жадный до безумия, поэтому я максимально хочу забузить эти монетки. Смотрите, оп, монетка. Оп, еще одна монетка. Что там еще остался? Еще один есть типочек, но я уже на самом деле буду, наверное, апать гоблинов 2 звезды, и там, если останется... А он останется, если я не протуплю, конечно. Вот. О май гаш. Я только сказал, если я не протуплю. Но мои эмоции взяли вверх, и поэтому я, короче, протупил только что. Ну, дурак. Ну, дурак, и все. Дурак обыкновенный. Короче, из-за того, что пришло 2 рыжих лиса, у меня на мгновение из головы вылетело то, что есть... Ну, точнее, как оно вылетело? Я поспешил, вот и все. Я поспешил, не ту фигуру улучшил, которую надо было, и все. Я могу поставить сейчас 2 убийц, одну в 2 звезды и одну в 1 звезду, и получить максимально. Максимально все хорошее получить. Ну, тварь. Вынес меня. Ты посмотри на него, вынес меня. Ну ладно, сейчас будет 9 раунд. Опа. Опа. Ха-ха. А что это значит? Дамы и господа, что это значит? У меня 3 волшебника, и мы можем эти 3 волшебника как-нибудь скооперировать вместе. И тем самым выйти на винстрик. На самом деле, зря я продал жрецов. Очень зря продал жрецов. Поспешил. Жестко поспешил только что. Надо было их оставить. Мало ли мне сейчас аптечка упадет. Но на самом деле, смотрите, ребята, я продал сейчас жрецов и даю гарантию. Что сейчас упадет аптечка. Готовьтесь. Смотрите. Александр, таролог, экстрасенс и тому подобное. Смотрите, сейчас упадет аптечка. Смотрите. Вот просто таролог Александр в действии. О как. О как. Есть сейчас 2 этапа. Во-первых, я беру мастерскую бума и делаю 3 волшебников, и тем самым беру на винстрик. У меня есть 2 рыжих лиса. Либо же беру аптечку. Иду в лустрик, беру 10 и пытаюсь исполнить свою задумку. Это фуловые боги плюс дизраптор и дух жрец. И я рискну. Я любитель рисковать. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, ребят. Запомнили, реализуем. Соответственно, что? Правильно, вот так вот продаем. Вот этих мы убираем. И вот так вот отдаем. Я в любом случае буду здесь проигрывать. Тут вряд ли кому-то его начну выигрывать. Вот Бензи есть, который на лустрике играет через 2 жреца и 2 и 1. Но на это плевать. Кстати, можно рыжих лисов, наверное, продать уже. Арсена лустрике. Минус 7, 6 уровень. Боже, мне так хорошо идут мехи. Такое ощущение, что мне на 8 уровне упадет сейчас минер. Если бы не упал минер. Ну, энджой на скиллухе сейчас, я понял. Я все понял, можешь дальше не продолжать, молодой. Можешь дальше не продолжать. Просто 2 антимагов на 6 уровне на 10 раунде. Ну, это норма. Это норма. Еще какая норма?
Спортивная норма, беговая норма, какая угодно норма. О, ну конечно, ну конечно. Только на самом деле я вот не понимаю одного момента, почему он на 10-м раунде не поставил гнездо Маморы. Типа, в чем прикол? В чем прикол, почему он не поставил на 10-м раунде сейчас гнездо Маморы, не засунул туда антимага? Он провтыкал 2 раунда. Я удивлюсь, что если он рано сейчас вытащит еще антимага в 3 звезды. Несмотря на то, что он на 12-м раунде его поставил в гнездо Маморы. Не удивлюсь. Вот честно, ей-богу. Ни грамма не удивлюсь, если он действительно себе поставит антимага в 3 звезды, там, не знаю, на раунде 25-м. Не удивлюсь ни грамма. Это ж не я играю на антимаге, правильно? Я тут на 10-м раунде ставлю реликвию Маморы, закидываю туда сразу антимага до начала 11-го раунда, до отчета 11-го раунда. И мне антимаг не приходит до 20-го в троечку. Он даже до 30-го может в троечку не прийти, но моему противнику по любасику придет. Ну, тут как бы гадалки не ходи, по-любому он придет. Я, кстати, на всякий случай возьму Горн, потому что здесь есть кто? Верно. Здесь есть хан. Молодой, красивый, горячий хан. Поэтому что? Правильно. Нам нужен хан, мы поставим фуловый Горн. Спасибо. А может и пандочку сейчас поставим, кстати. Кстати, а можно поставить и пандочку. Вот так вот сделаем. Вот таким вот образом. Отлично. И пандочку поставим на оставшиеся бабки. Мне бы еще, конечно, 3-го человека найти. Было бы замечательно. Хотя на самом деле уже довольно-таки поздно людей ставить. Прикиньте, если бы мне на 3-м раунде пришли люди, на 10-м мне пришла аптечка, и до 10-го раунда у меня все это время стояли люди. И плюс я играл через лустрик. Это же было бы идеально. На всякий случай, кстати, инсектоида возьму. Ну, мало ли, ребят, мало ли. Мало ли мне в действительности придется перестроиться в инсектоидов. Тут, конечно, опасно перестраиваться в инсектоидов, но мало ли. Знаете вот такую поговорку? Береженого Бог бережет. Вот и меня, соответственно, тоже, надеюсь, убережут. Но то, что там антимаг есть. Кстати, он играет через охотников, что тоже как бы проблематично. Он может магию наролить случайным образом. Ничего себе горячий. Хорош. Хорош. Так, сейчас мобы. Сейчас мобы. Сейчас мобы. А это значит, надо, наверное, поставить фуловый Горн. Так, не получится у меня сделать фуловое кунг-фу, к сожалению. Можно было бы поставить фуловых богов, но при этом мне надо было бы продать панду. Ну ладно. Сыграем так. Я надеюсь, конечно, что я как бы переживу этот раунд. Но, как говорится, надежда умирает последней. Я слишком много надеюсь. Но в любом случае, Оу, там боги-жрецы. Боги-жрецы это плохо. Боги-жрецы это плохо. Это очень плохо. Ну давай хил. Спасибо. 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 Просто молодец. Жрица, молодец. Успела закастить свой хил. Если бы ты сейчас свой хил не закастовала, скорее всего, я был бы где? Правильно. В next катке уже. Хотя на самом деле у меня 35 хп осталось, и у меня всего лишь 4 банки. Шансы того, что у меня сейчас будет хорошая игра, ну, примерно 25%. Хотя идет, ну, инсектоиды идут как минимум. Как минимум реально идут инсектоиды. Еще колечко, копье, точнее кристальчик магический, плюс 50 маны. Но я, наверное, возьму колечко. Наверное, возьму колечко. Ну, можно и... Короче. Знаете, с чего я хочу дико сгореть? С того, что уже прошло, наверное, несколько месяцев после обновления, когда они выкатили вот этот режим 2019 года, там немножко подбалансили и тому подобное, игра стала лагать невменяемо. У меня характеристики компьютера не слабые. Вот реально не слабые. Но игра лагает так, такое ощущение, что у меня комп из 2000-го. Вот реально такое ощущение. Когда они это пофиксят? Без понятия. А что за стан? Я понял. Я тебя услышал. А зачем ты ролил сразу предмет 4-го тира? Вот этого я не понял. Ролил бы уже предмет 5-го тира. Зачем 4-го ты наролил?
Интересный момент. Очень интересный. У меня 27 хп. О мой бог. Вот. У меня сейчас дар речи немножко отпал. Да Мне по идее. Это не по идее. Кстати, я, наверное, возьму вот эту волшебную палочку Гарри Поттера, потому что мало ли кто-то из ближнего боя ко мне подойдет, к этому шаману, и он не сможет закастить. А так, надежда есть. Бэм. Хорош. Плюс дает 10% магического урона. Слезы, ну, лучше, чем ничего, правильно? А можно не так больно, пожалуйста? Хорошо, что я банки заюзал. Хоть он мне дал и минус 15 всего лишь, но это больно. Я почти перешел на ультразвук. Почти перешел на ультразвук. Почти. Но это... Но это хорошо. Это отлично. Так, жрецы у меня есть, богов поставил, хотя на самом деле, вот если так посмотреть со стороны, сейчас стол у меня слабый. Очень слабый стол. Но для 18 раунда с такими-то фигурами это довольно-таки неплохой стол. Мне сейчас самое главное надо дождаться 20 раунда. На 20 раунде надеюсь, что мне пойдет либо же сокровище Джека, либо же мастерская бума. Приходит один из двух предметов. Один из двух предметов. Нет, пожалуйста, только не инсектоиды. Сдохни, антимаг, сдохни, пожалуйста, сдохни быстрее. Фух, обезоружь прилетел. Не зря все-таки я Горн поставил, не зря. Вдруг кто не знает, как работает Горн. Рассказываю. Один Горн ставится на агро. То есть все, что находится в радиусе вашей атаки, то есть противника... Ух ты, минус 16 стал. Но на самом деле он найдет себе сейчас антимагов 3... А лешего можно? Я понимаю, что я многого сейчас прошу, но лишрака можно найти? Чтобы я сразу поставил 6 богов. Пожалуйста. Можно? Пожалуйста. Хотя если... Мне надо... Какая-то мастерская бума, какое там все. Мне надо на 20 раунде реликвия Маморы. Почему мне нужна эта реликвия? Потому что я поставлю туда шамана вот этого пятерочку легендарного сразу в Мамору. И он мне нужен в двойку. Он мне нужен в двойку, кровь из носа. Как только он будет у меня в 2 звезды, игра заиграет иными красками. Конечно, можно было бы его в тройку попробовать заабузить. Но. Вы мое хп видели? Я быстрее вылечу в next катку, чем в тройку он ко мне придет. Тут бы хотя бы он в двойку элементарно пришел. Приходит леший, у меня будет 6 богов. Просто не хватает лешего. Одного лешего. И все будет замечательно. Так, минер у меня есть. На самом деле, на 19 раунде ко мне пришел минер. Если бы я сейчас играл через гоблинов мехов, у меня бы уже были полные гоблины мехи. Прикиньте. Короче, кто не знает, как работает Горн, объясняю. Первый баф Горна. Ставится Горн на агро. Вражеские тычки. Ну, то есть, короче, все, что находится в радиусе вражеской атаки, будет агриться сразу на этот Горн. То есть этот короче, если там, допустим, снайпер стоит в самом углу, то в первую очередь он будет бить Горн, потому что Горн находится в радиусе его атаки. Я думаю, все прекрасно поняли теперь, как он работает. Вот. Если не ошибаюсь, второй Горн, он станет после использования способности с некой там вероятностью 10%, по-моему. Вот. 10%, что застанет и нанесет 500 магического урона. И есть еще один Горн. Последний, третий Горн. Я рискую жестко, но кто не рискует, тот не пьет шампанское, ребят, напоминаю. Напоминаю, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ух ты. И последний Горн. Каждый, кто атакует вас, тоже с некой вероятностью получит обезоружь. И, кстати, духа пятерку я не просто так сейчас выбрал. Не просто так я сейчас его выбрал, потому что каждый контроль от Горна, кроме агро, будет сопровождаться тычкой от этого духа пятерки. А дух пятерка, извините меня, там ни копеечки сносит. Там довольно-таки добротно по лицу прилетает. Отлично. Так,
Ну, честно, пришло хорошо. Я, наверное, Рубика все-таки распродам. Наверное, все-таки стоит 10 взять. Есть подозрение, что стоит все-таки взять 10. Я думаю рискнуть. Думаю рискнуть и попробовать найти посох 3-го тира. Честно, все предметы хороши. Там еще и маги есть. Я не хочу скипать некоторые предметы. Взгляд Азеса имба. Шар бездны имба. Но там маг есть. Но мага, я думаю, законтрю богом. Точнее, богом. Короче, вы поняли. Шаманом законтрю. Поэтому, ну, предмет, конечно, так себе упал. Но если там будет у врагов Doom, то, в принципе, предмет замечательно упал. Этот предмет мне поможет жить. Жить и не тужить. Усиление. Усиление на месте. Усиление на месте. Минерчик хорошо. Минерчик нормально там дамажит. Я думаю, все-таки брать уровень. У инсектоида 49 хп. Но, в принципе, этот инсектоид может меня спокойно так наказать. Может наказать прям. Так. Вот, смотрите, тычка прилетела от только что орка-охотника. И... А ничего себе ты дамажишь. 3000 урона, как с куста наколедовал. Добротно. Яичко. В духа, конечно. Не, ну такое усиление мы одобряем. Лешего бы найти. 2 из 9. Давай, апнись, пожалуйста. Молю. Просто апнись. Апнись. Апнись 2 звезды, пожалуйста. Так, инсектоид там растет. Апнись. Ну, апнись. Ну. Какие 3 звезды? Какие 3 звезды? Ладно, я понял. Леший не придет, скорее всего, мне придется выходить 10 уровень. Так, магия. Бог-маг тут есть, окей. Так, минку отложил, хорош. Давай. Бэм! Минка еще одна. Бэм! Блин, ну урона маловато, конечно. Был бы у меня минеров 2 звезды, был... Оу! 7000 урона нанес. Нормас. Мне такое нравится. Короче... Все, сюда. Все. Вот теперь сейчас контент пойдет на 150%. Сейчас такой контент, сейчас такой развал кабины будет. Все, смотрите, что сейчас будет происходить. Смотрите сейчас, что будет происходить. Кто смотрит с детьми сейчас этот ролик, убираем детей от экрана. Из всех, кто не достиг 18 лет, тоже уходим от экрана. Сейчас будет полный развал кабинета. Полнейший. Ну что, ребятки, вы готовы? Конечно, 6 богов нету, но и без 6 богов я вам составлю такие проблемы, что вы будете плакать. Кровавыми слезами. 5000 урона, 6000 урона. А, не 5000 урона, ладно. Обознался. 5500, окей. Там топчик с 87 хп сидит. Нормально так чел там примостился. Но теперь, я думаю, мне не хватает только... Сейчас, смотрите. Смотрите, что сейчас нужно мне. Мне нужен посох 3-го тира. Приходит посох 3-го тира. Мы его берем по-любому. По-любому. У меня будет столько урона, что там закачаешься. Я даже в духа жреца закину этот посох. Мне еще нужен нагоним. Желательно 2. Да и на самом деле мне 2 посоха надо. 2 посоха. 2 гонима. И губозакаточная машина, потому что слишком много хочу. Правильно? Правильно. Можно было бы это сказать немного по-другому, в более некультурной форме. Но мы все люди культурные, поэтому скажу нормально. Давай, посох 3-го тира, пожалуйста. Посох 3-го тира. Шаман, конечно, сейчас очень мало дамажит. Так, ледяной доспех Не, гиперстон еще хороший предмет. Гиперстон еще хороший предмет.
Но мне кровь из носа необходима посох третьего тира. Без посоха третьего тира у меня не будет дамага. А не будет дамага, то я буду откисать, естественно. То есть, ну тут как бы все закономерно. И будем брать все-таки 10-й. Я думаю рискнуть. Давай, посох третьего тира. Посох. Рискуем. Да! Я аж нервничаю. Я дико нервничаю. Ребята, принесите валерьянки. Хуанг-Понг там в кого-то перестраивается, непонятно в кого, и я надеюсь, это не морские. Если это морские будут, мне задница. Пожалуйста, только не морских. Я тут один посох ищу, ты 2 нашел. А ну верни один мне. Там Лота играет через Ведьмаков-охотников. Ну это, конечно, прикольно, но, чел, я боюсь тебя огорчить. Или ты хочешь кого-то там другого пересобрать? У тебя, в принципе, хп много. Лина с 2 посохами, но одного мало, 2 хорошо. Жалко Аганима нет. Вот прикиньте, мне бы сейчас Аганим. Я бы просто этот Аганим закинул бы в этого шамана, там бы тучка на весь стол была. Она бы была бы по откату. И все. И все. Просто развал кабины. Без смс и регистраций. Так, первый, Лота. Привет, 89 хп, здорово. Смотри, лови тучку. Горн хорош. Видели, сколько времени я только что Горн потянул? Сколько минус? Маловато. Минус 17, но все равно. Пора тебе хпшечки немножко убавить. Ты и так там с дохрена хп сидишь. Пора тебе немножко чикнуть ненужные вещи. Ненужное хп в данном случае. Мне не нравится то, что где был чел с антимагом 3 звезды. Бог-жрец. Кстати, бог-жрец это тоже проблема. Не дай бог он себе найдет жреца в двойку. Это единственное сейчас... Не, ну смотрите, если он находит жреца в двойку, либо же он найдет орка-жреца в тройку, то мне придется искать медальоны. Мне придется искать медальоны, потому что он будет брать под контроль мою фигуру. Хотя на самом деле, мне бы все в двойку найти. И тогда вообще плевать. Хотя нет, не плевать, мне нужны мои мейновые фигуры под моим контролем. То есть мне 100% нужно будет защитить духа и 100% шамана. Так, ну вот видите, он не берет под контроль. Бам! Нормально. Сколько? 10 тысяч урона? А с каких пор дух настолько много дамажит? Но на самом деле, этот дух дамажит только в том случае, если нет гритера. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Бог рандома. Лешего. Лешего дай мне. Ну, шаман хорош. Но мне леший нужен. Ну, лешего. Ладно. Ладно. Окей. Окей. Окей, бог рандома. Окей. Честно, у меня ситуация может перевернуться из резко хорошей в резко плохую. Я бы хотел Рубика собрать 3 звезды. Хотел бы. Но стоит ли это того? Ну, в принципе, если хорошая способность тырит, то... Ого. А откуда у тебя так много урона, реально? 11 тысяч урона. Добротный типчик получается. Добротный. Я так понимаю, я в жизни не найду сейчас лешего, да? Ну, это по закону подлости. Я хочу что-то такое необычное собрать, интересное. Леший такой, не сегодня, дорогой. Не сегодня. У меня сегодня выходной, поэтому ты не дождешься. Не дождешься. 20... вот откуда такой урон. У меня там 20 стаков. Но на самом деле все равно дух-жрец как-то много дамажит. Очень много дамажит дух-жрец. Инсектоиды, ну, честно, инсектоидов я не боюсь. Инсектоидов сейчас я не боюсь. Как только я нахожу Аганим, я закидываю в этого шамана, и все. Ребята, вам все пасочки будут. Всем и каждому. Смотрите. Давай. Бам! Ну такой приятный урончик, я хочу вам сказать. Приятный.
Не то чтобы прям великолепный, но приятный. Надежда умирает последней. Эх. Цепочку оставляем. Это еще один контроль. А это означает, что правильно. Это тычка с пассивки духа жреца. Пока что я никого тут не опасаюсь. Никого. Лота 7. Вот кого ты захотел собрать себе. Только ты как-то странно собираешь немного Лота 7. Я думал, он себе поставит ведьмаков-драконов через Кири Свена, но, похоже, пока что не успевает. Ну да. Но отдам должное. Нет, не отдам должное. Антимаг у него нереально сильный. Предметы добротные упали. Даже если у меня тучка будет постоянно висеть на антимаге, да, у него не будет юзаться способность, но дух жрец не сможет его продамажить адекватно. У него шар бездны. Там жесткий чел. Очень жесткий. Он мне, скорее всего, Винстрикса бьет. Не знаю. Но отдам должное. Не на 20-м раунде он выкатил антимага в 3 звезды. Нет. Да. О, да. У меня хоть и есть Горн против этого антимага, но он не настолько импактный будет. Не настолько. Возьму сокровищницу. Мне бы шар бездны, на самом деле. Я молодец. Хотя можно было бы и посох 3-го тира найти, но я, наверное, все-таки в духа 5 закину еще один кристалл призрака. Лишним он явно не будет, потому что у него будет скорость атаки. А раз у него будет скорость атаки, то я тогда даже смогу законтрить этого антимага. Потому что если дух 5 будет много тычек давать, он будет держать его в вечном стане. А держать его в вечном стане — это получать вечно... Ну, так, на полшишечки урона. Так, все отлично. Так, вот Enjoy. С антимагом 3. Вот, обезоружь пошел. Так, я уже рад, что я Горн поставил. Но он как-то он быстро разобрал этот Горн. Не, ну мой план потихоньку работает. От хила не хватает. Жестко не хватает от хила. А что за стан? Он башер 4-го тира наролил. Это плохо. Но честно говоря, кто-то удивлен, что антимаг 3 звезды меня сейчас вынес? Я не удивлен. Ни грамма не удивлен. Он мог бы убрать от этих вот своих обоссанных инсектоидов, поставить адекватную синергию и просто снести мне табло. Хекс — это крутой предмет. Под богами он шикарный был бы, этот предмет. Но японский бог. Да ну... Давай, еще и мага сейчас не вынеси, чтобы вот прям добить меня, да? Давай. Понял. Все, вопросов нет. Ситуация хуже некуда. Мне сейчас, во-первых, против этого мага надо поменять расстановку. По-любому нужно менять расстановку. И мне нужна жрица в 3 звезды. С этой жрицей у меня будет намного больше шансов переживать этого антимага, переживать этого вайпера, хотя на самом деле вряд ли. Там вайпер настолько огромный, что просто диву даешься.
Что меня может спасти? Смотрите, мне нужен агоним. Мне нужен агоним. И мне нужна маска 5-го тира. Все, вот эти вот два предмета, они меня спасут 100%. Но вот, вот эти вот криты, они меня явно не спасут. Даже если я поставлю 9 магов, ну не 9 магов, 4 мага, ну 3 мага, вот под богами, чтобы стакалось, 3 мага, то я в любом случае этого вапера не буду пробивать. Там еще вапера, вы посмотрите, какие шмотки, у него full комплект. Да, этого вапера можно законтрить думом. Можно. Но кроме него тут еще есть ребята. И вайпера я пока поставить не могу. Точнее, дума я поставить не могу. Мне его некуда засунуть. Фух, слава богу. -1. Слава богу, -1. Сейчас надо, наверное, полностью ролить. Надо ролить и гоним. Не нужно гоним. Так, критульчики. До свидания. Посох. Спасибо. И этот посох я пока что кину в духа пятерку. Дух пятерка дамажит будь здоров. Поэтому дух пятерка это имба. Осталась битва титанов, короче. Все, осталась битва титанов. Я не знаю, получится ли мне сейчас пережить. Ну, инсектоиды, я думаю, 100% сейчас переживу. У меня есть агоним. Самая главная шмотка это агоним. Но. Есть чел, это вот этот вайпер. Ладно, если я сейчас останусь с вайпером 1-1, я вайпера переиграю 100%. У меня есть несколько вариантов даже. Смотрите, я ставлю дума, полностью затыкаю этого вайпера. Единственное, что нужно, чтобы вайпер закастовал. Второй момент. Можно сделать проще. У меня есть дух пятерка, можно перестроиться в жрецов. Все. Перестраиваю жрецов. Если у него он не найдет медальон, ему ГГ. Ой-ой-ой. Все, тебе... Все, давай. Бей горн, становись туда, и тебе вечный сайленс. Смотри. Давай. Бэм. Все, да, все, вот, все, работаем. План безупречный. План безупречный. Сдохни. Все, время вышло, Манки Кинг. Время вышло, все, пока. -5. Жалко, что -5. Хотя на самом деле, если вот так вот подумать, если вот прям глобально подумать, я бы мог этого инсектоида вынести еще раньше, просто закинув агоним шаманчику. Но я пока что в духе пятеркой оставлю. Ну, вы гляньте, у него предметы какие. Это, у него такие предметы. Просто шик. Лучше не придумаешь. У меня, конечно, есть вот этот молодой человек. Он за свои тычки дает 1500 магического урона. Плюс стан. Это, не маленькие циферки. Но мне... Ну ладно, с инсектоидом мы разберемся. Реально, мы с ним разберемся спокойно. У меня, в принципе, есть мифриловый доспех, который отразит его стан. Вдруг чего на шаманчика. Есть этот мифриловый доспех против Дума вражеского. Да и, в принципе, у меня куча легендарных фигур, поэтому Дум, по идее, будет очень... долго думать, куда закастовать свой станчик. Долго думать он будет, куда. Так, давай. Цепочку. Поменяю, поставлю. Да иди в задницу отсюда, пожалуйста. Новая волшебница, иди отсюда. Блин, а я могу, в принципе, распродать сейчас уже друидов, хотя на самом деле... Не, я, наверное, друидов все-таки распродам. Пока так сыграю. Пока что сыграю так. Сюда. Может, 3 звезды соберу. Кстати, тебя продам, возьму на всякий случай жреца. Пойдет. Как же сделать? Как же поступить? Как же сделать? Как же поступить? Воина мне по-любому нужно затыкать думом. Но перед этим мне нужно разобраться с инсектоидом. По-любому мне нужно разобраться с инсектоидом. Не разберусь с инсектоидом, все, мне ГГ. Мне торба будет. Сначала нужно решить вопрос с инсектоидом. Только решаю с ним вопрос, все. Так, Дум кинулся на Лешего. Ну, в принципе, здесь плевать, он меня выносит. Да, ему просто... посмотрите, какие цифры. Да. Обидно, что он мне скинул посох. Обидно. Жестко обидно. Такого вайпера я, наверное, даже под домом не смогу вынести. Только если у меня маски 5-го тира не будет.
Мне столько раз Свен пришел, что мне намного легче было бы перестроиться в этого. В дракона Ведьмака. Намного легче было бы перестроиться. Ладно, я, короче, рискну. Я рискну. Рискну всем, что есть. Можно не лагать, пожалуйста. Сейчас лейт стадия. Пожалуйста, не лагай. Просто не лагай. Все, рискуем. Волшебную палочку Гарри Поттера мы оставляем. Мы ее оставляем, потому что если кто-то подойдет для длинного боя, начнет бить этого шамана, шаман отпрыгнет в безопасную точку. В принципе, норм. Только главное, чтобы она нормально, адекватно сработала. Мифриловый доспех против Дума есть. Против предмета этого сайленса 4-го тира тоже мифриловый доспех спасает. Ну, что ж, с Богом, давай. Да. Смотрите, как сейчас мой шаман сдохнет. Да! Есть! Есть! Инсектоид, зараза, сдох. Отлично, все, теперь я могу перестраиваться. Какая же потная катка. Так, жрец сюда. Жрец сюда. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем? Так, Горн можем разбирать. Да, Горн мне не пригодится. Фулл богов мы, в принципе, можем убирать тоже. Мне фулл боги здесь не нужны. В данном билде фулл боги мне здесь не нужны. Хотя на всякий случай оставлю. На всякий случай я сейчас оставлю. У меня 7 фигур. 7 фигур. 3... 4 фигуры можно одного волшебника будет убрать. Так, отлично. Вайпера я взял под контроль. Давай, сдохни одну секунду. Ну! Не успел. Зараза. Надо рефрешер. Ладно, догон тоже пойдет. Догон тоже пойдет, это неплохой предмет. Нужно брать. Жрица, пожалуйста, приди в 3 звезды. Пожалуйста. Ты мне кровь из носа необходима. Гором полностью ломаем. Я продаем. Так, 5 фигур. Вот таким образом я возьму 5 фигур под контроль. Дума покупаем. Думаю, покупаем. Время еще... О, отлично. Шикарно. Замечательно. Замечательно. Я, наверное, поставлю все-таки богов немного. 2 бога пусть стоит. 2 бога пусть стоит. Догончик тебе. Давай, родненький, молю. Я никогда в жизни так тебя сильно не верил, как сейчас. И вот так вот кучненько немножко поставлю. Давай. Вайпера взял под контроль. Гаси их! Первый пошел. Я очень надеюсь, что он не найдет сейчас медальон. Очень надеюсь. Так. Хорошо. На всякий случай, я думаю, все-таки буду собирать. На всякий случай. Береженого Бог бережет. Еще и вот так вот есть. А в кого можно яичко кинуть? Яичко. 4 бога есть. Хорошо. Так, ты мне вообще не нужен. Ты бесполезный тролль, ты все равно никого под контроль сейчас не возьмешь, если только я тебя не соберу в двойку хотя бы. Но у него такой там вайпер, ну, приятный. Посох, настакай посох. Пожалуйста, настакай. Как же мало урона. Как же. Так, отлично. Все, урон настакался. Ну, чуть-чуть настакался, но настакался. Слава богу. Минер. Мастерская бомба, отлично. Боже, как вот просто дар с небес. Дар с небес пришел ко мне сейчас. Убираем богов. Убираем пока что Дума. Дум — это необходимый персонаж. 100% он необходим. Так. Я думаю, безоружие скипну. Давай, агонимчик еще один, либо масочка. Я возьму агоним.
Сейчас объясню, почему я взял Аганим. Потому что у меня дух пятерка будет дамажить нереальные цифры. У него нет медальона, у него нет медальона. Все. Все, мой сладкий. Ты поплыл. Ты поплыл. Сейчас один раунд и конечное. Один раунд и конечное. Я в это верю. В это верю нереально. Давай, 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 давай. Один раунд и конечная. Один раунд и конечная. Только не для меня, пожалуйста. Только не для меня. Все еще на фулл воинах сидит. Но у него там, ну, объективно говоря, вайпер у него там хорош. Заряжен. Такой. Давай. Давай, 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 давай. Есть. Есть. Какая потная игра. Неужели я его переиграю? Не знаю, сколько раз там плюнул в левую сторону. Плевать. Шоп не сглазить, шоп не сглазить, шоп не сглазить. Но у меня стол вообще красиво смотрится. Очень красиво смотрится. Но у него, его вайпер это нечто. И вот... вайпер же не сдох. Я вот только сейчас... Нет, не надо, не надо. Вот оно тебе надо. Кого ты делаешь? Кого ты делаешь? Ну, кого? Серьезно? Красава, молодец. Умничка, просто молодец. Молодчина, просто лайк. Вырвал. Вырвал из лап дна топ-1. 42 раунда. У него вайпер нереально огромный. Нереально огромный вайпер. Но будем объективно честными. Мне с шаманчиком повезло просто. Песня. На самом деле, ребят, я вот сейчас так задумался. Хорошо, что я все-таки выбрал именно перейти в жрецов. Смотрите, почему так? Во-первых, если бы я перешел не в жрецов, а остался, допустим, в тех же самых магах, то он бы мог спокойно поменять себе на морских. И тогда бы я сам себя выносил. Из-за того, что у меня куча магического урона. А так я поставил жрецов, забирал у него пол стола. Да, я пожертвовал своим половину стола, но я его просто переиграл. Переиграл. И ему повезло. Мне повезло, не ему, мне, что ему не упал медальон. Упал бы ему медальон, то, ну все, это финита ля комедия, и там бы мне помог только Doom. И не факт, чтобы Doom кастовал в кого надо, потому что там была у него спектра в 2 звезды. А как мы знаем, Doom такой любитель, что он будет кастовать в того, в кого это вообще напрочь не надо. Красиво. Красиво. Я бы сделал это намного раньше, намного, но там был инсектоид. И вот этот инсектоид меня просто и в хвост, и в гриву. Ну, как-то так. Блин, мне добавить нечего. Реально катка обалденная. Реально обалденная катка. Единственное, на кого он мог поставить, это гритеров, но поставил бы он гритов, я поставил бы богов, и у нас бы вот такая вот канитель была, и, скорее всего, я его все равно выносил. Хотя не факт. Не факт, потому что вайпер с такими шмотками это то, что с кем стоит считаться по полной программе. Хоть это и змей, но считаться с ним придется по полной программе. Ладно. Добавить мне уже больше нечего. Эмоции получил тонну. Голова у меня вот такая. Болит нереально, потому что у меня глаза почему-то болят. Ну, я уже говорил в начале ролика, в принципе, об этом. Поэтому повторяться не буду, ребят. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Я хочу вам напомнить, ребят, жирнющий лайк под эту каточку мы не забываем ставить. Не забываем. Тыкаем, потому что катка была реально добротной и потной. Очень интересный исход, на самом деле. Я даже не мог представить, что он настолько будет хорош. Поэтому лайк и еще раз лайк. Всем спасибо за просмотр. Также не забываем подписываться на мой YouTube канал и Telegram канал. Telegram канал закреплен как в комментариях, так и в описании. Еще и на экране появится QR-код. Всем удачи!